Через 4 месяца после приезда в Испанию у меня заболел зуб. Через несколько дней боль стала такая, что практически не помогали обезболивающие. Запись к стоматологу в государственную поликлинику нужно было ждать. Зубу до этого не было никакого дела, и боль с каждым днем становилась все сильнее. Привет, я Лара. Пошел второй год, как я живу в Испании. И сегодня я расскажу вам о своем большом стоматологическом опыте. История получится длинной, красивых картинок не будет. Но наверняка будет очень полезно многим, особенно тем, кто сейчас в Испании или планирует сюда. Начну немного раньше того момента, как у меня заболел зуб. С переходом на первую фазу программы защиты, это было в начале сентября 2022, нам торжественно сообщили, что теперь каждый может получить бесплатную стоматологическую помощь. Звучит очень оптимистично, правда? Схема помощи следующая. Сначала вы идете к стоматологу в государственную поликлинику. Он делает вам осмотр и дает заключение, в какой именно помощи вы нуждаетесь. С этой бумагой вы идете в любые частные стоматологические клиники и просите выписку о стоимости услуг, которые прописаны в выписке от государственного стоматолога. Все непременно должно быть заверено штампами и печатями, и в результате вам могут оплатить лечение в той клинике, где стоимость окажется самая меньшая. Максимальная сумма помощи 400 евро. Рассчитана она на 1 год пребывания на программе, но 15% этой стоимости вы должны оплатить самостоятельно. Немного все замудрено, очень долго, но теоретически это возможно. И вот здесь начинается самое интересное. Я записалась на прием к государственному стоматологу и терпеливо ждала вот уже 3 недели. Маленький кусочек выпавшей пломбы меня в принципе не беспокоил, но за 3-4 дня до визита к врачу у меня начинает болеть совсем другой зуб. Варианта попасть к врачу срочно не оказалось. Я дождалась, зашла в кабинет стоматолога. Он посмотрел мне в рот, и когда узнал, что я из Украины, сказал, что, скорее всего, это нервное. Прописал мне обезболивающее, очень сильное успокоительное, но при этом дал направление на панорамный снимок через 15 дней. Сейчас небольшое отступление. Я уже предвижу, как некоторые пишут злорадные комментарии. Нечего было ждать халявы, нужно было идти лечить за свои деньги. Если бы у меня на тот момент были хоть какие-то свои деньги, этот вопрос даже не возник бы. Но я думаю, что поймут меня лишь беженцы, которые сами оказались в подобной ситуации. За 2 недели ожидания панорамного снимка боль стала практически невыносимой. Я трижды была в ургенции, это отделение скорой помощи в Испании, где мне кололи обезболивающие, прописывали новые успокоительные транквилизаторы и больше ничего. В результате таки я сделала панорамный снимок, еще лишь через несколько дней попала к врачу, и мне просто вырвали верхнюю 8. Именно она меня так мучила и чуть не довела до смерти болевым шоком. На этот момент я забыла про все свои остальные зубы. У меня было лишь одно желание, чтобы поскорее это воспаление и боль прошла. Поэтому про кусочек отпавшей пломбы я, конечно же, даже не заикнулась. Через несколько недель, когда все более-менее восстановилось, я вернулась к вопросу с пломбой. Записалась снова к врачу, опять ждала несколько недель. Но врач посмотрел на мой зуб и сказал: не выдумывайте, ничего вам там делать не нужно. А вот соседнюю 8 можно вырвать. Кстати говоря, в испанских государственных стоматологических кабинетах есть всего лишь одна бесплатная процедура – это удаление зубов. Я все-таки собрала всю свою силу воли в кулак и начала обход частных стоматологических клиник города. В общей сложности я обошла более 10. Меня осматривали, давали выписку о стоимости пломбы, и каждая стоматология добавляла, что же мне еще нужно сделать с моими зубами. Практически во всех стоматологических поликлиниках осмотр бесплатный, но нужно записываться заранее и тоже ждать. Поэтому все вместе у меня заняло еще 2-3 недели. В результате я все-таки запломбировала свой многострадальный зуб.
в декабре 2022. Помните, да, все началось в сентябре. Ассоциация Аксем оплатила мне 80% стоимости, пломба стоила 50 евро, но дальше начинается самое интересное. Наберитесь немного терпения. Запломбировали, а если быть точнее, то налепили пломбу так, что у меня стала ныть вся сторона, где находилась та самая пломба. Стыка между запломбированным и соседним зубом не оставили вообще. И все это давило мне на десну и вызывало жуткий дискомфорт. Вернуться к этому врачу и сказать о том, что он мне сделал пломбу ужасно, я просто побоялась. По той причине, что экспериментировать с зубами категорически отказываюсь. И я еще раз пошла по клиникам города, спрашивая, что же можно сделать с этим несчастным зубом. Вариант был один – менять пломбу. Но состояние самого зуба, помните, да, с сентября, стало таким, что открылся вопрос об удалении нерва. Оказалось, что кариес в залепленном зубе никто не лечил, и он дошел до критической точки. Эта история могла бы продолжаться по сей момент. И вполне вероятно, что я бы добилась оплаты лечения своего зуба. Мне всего лишь навсего нужно было еще раз пройти все эти 7 кругов ада, начиная от государственного стоматолога, затем поход по разным поликлиникам, сборы бумажек, но я решила этого не делать. Я пыталась достучаться до ассоциации, объясняла, что у меня нет времени ждать всех этих очередей и обходов, потому что я просто теряю зуб. Но, увы, создалось впечатление, что именно стоматологическая помощь построена так, чтобы как можно меньше людей ей смогли воспользоваться. Закончилась история с моим зубом, к счастью, хорошо. Я нашла русского врача. Девушка Мария живет в Испании давно, к войне не имеет никакого отношения. Она подтвердила здесь все свои медицинские дипломы, открыла частную клинику и лечит людей. Всех. Я очень благодарна доктору, она спасла мне зуб. Ей удалось сохранить нерв, который все настоятельно рекомендовали срочно удалять. Ну и в итоге она исправила все чудеса, которые налечили мне испанские стоматологи. Справедливости ради должна сказать, что испанские стоматологи очень внимательные, добрые, заботливые, стараются помочь. Но вот система лечения у них какая-то совершенно другая. И главное, что она совершенно не подошла для моих зубов. Ведь испанцы же лечат зубы здесь, и у них с этим в целом все в порядке. За исключением того, что цены, конечно, здесь на лечение зубов очень высокие. Думаю, что все уже ужасно устали от моей стоматологической истории, поэтому заканчиваю. Стоимость на некоторые виды услуг напишу в закрепленном комментарии. И самое главное, все, что делала мне доктор Мария, я оплатила сама. Из той помощи, из того пособия, которое я получаю ежемесячно. Подробное видео об этом будет вот здесь вот. И так я и не воспользовалась той бесплатной возможностью, которая предполагается на программе защиты беженцев. Потому что если бы я ждала, собирала справки, входила бы по разным клиникам дальше, то, скорее всего, что лечить бы мне просто было уже нечего. Кстати, в рамках программы защиты беженцев есть еще один вид помощи. Это оплата изготовления очков для зрения. А то сейчас некоторые подумают, что солнцезащитных. Для зрения. Максимальная стоимость очков может быть 200 евро. И так же, как и со стоматологом, 15% вы должны оплатить самостоятельно. Кстати, с очками все намного проще. Аксем сотрудничает с определенной оптикой, и буквально за неделю я уже была с очками. Вот так вот выглядят мои очки. Они довольно сложные, потому что снизу и сверху разная диоптрия, и получились они немногим больше, чем 200 евро. Обошлись очки, разницу я платила самостоятельно, потому что мне очки действительно очень нужны. И для жизни, и, конечно же, для учебы, для работы. Несмотря на то, что со стоматологической помощью как-то не сложилось, за все остальное я ассоциации Аксем и Испании безумно благодарна, потому что самой все это было бы просто не потянуть. Сейчас я нуждаюсь в самой главной помощи, это помощь в поиске работы, и здесь тоже очень помогает ассоциация. Немножечко об этом я рассказывала вот в этом видео, посмотрите.
но более детально я, конечно же, буду рассказывать об этом уже по факту трудоустройства. И надеюсь, что это будет очень скоро. А следующий выпуск о том, почему мне придется идти с сентября в первый класс испанской школы. Чтобы не пропустить все самое интересное об Испании, подписывайтесь и включайте оповещения. Кстати, не только об Испании.